Кишиневе поставлена точка в одной из самых темных историй постсоветских денег. Владимира Плохотнюка, молдавского миллиардера и бывшего серого кардинала страны, приговорили к 19 годам лишения свободы. Человек, которого годы называли режиссером молдавской политики, официально признан судом мошенником, главой преступной организации и участником многоуровневой схемы по обналичиванию и отмыванию миллиардов. Прокуратура требовала максимальный срок 25 лет, и до последнего момента казалось, что именно так и будет. Но судья остановился на 19 годах, фактически разделив разницу между политическим запросом на показательный приговор и юридическими рамками. Чтобы понять, почему этот приговор так важен, нужно вернуться к событиям десятилетней давности, к тому самому хищению миллиарда из молдавской банковской системы в 2014-м, которое фактически обрушило доверие к государству. Тогда из 3 банков страны было выкачано около 1 миллиарда долларов, сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Молдовы, через цепочку фиктивных кредитов, офшорных компаний и подконтрольных структур. Внутри системы все знали, без крыши такого уровня схема просто невозможна. Именно Плохотнюк, по версии следствия, был тем, кто не просто прикрывал операцию, а создавал и возглавлял преступную группу, превращая государство в личный финансовый инструмент. Но банковский миллиард – лишь половина истории. Вторая, более грязная, скрывалась за сухой формулировкой «молдавский ландромат». Через Молдову, через ее суды, банки и фиктивные долги, по оценке следствия, прогнали около 20 миллиардов долларов российских денег, выводя их из РФ в Европу под видом исполнения судебных решений. Это была не просто коррупционная схема, а теневой коридор, по которому деньги с российским следом уходили в тень, стирая происхождение и превращаясь в чистые активы. И снова в центре те же фигуры, те же связи, те же люди, привыкшие чувствовать себя неприкасаемыми. Официально Плохотнюка долгие годы в Кишиневе не было. Он ушел из страны в 2019 году, когда его политическая конструкция начала рушиться под внешним и внутренним давлением. Все это время он оставался фигурой-призраком, то всплывая в материалах российских дел по ландромату, то в заявлениях молдавских властей, то в международных разыскных базах. На родине против него открывали новые дела, суды штамповали ордера на арест, но физически дотянуться до него не удавалось. Перелом произошел в июле 25 года, когда его задержали в Афинах, в момент, который выглядит почти символично. Он пытался вылететь в Дубай, в один из привычных для беглых олигархов тихих портов, где деньги чувствуют себя в безопасности. По запросу Молдовы Греция согласилась его выдать, и 25 сентября 25 года самолет с Плохотнюком на борту сел в Кишиневе. Его доставили в одиночную камеру в столичном изоляторе. Для человека, контролировавшего целые фракции парламента и телеканалы, клетка размером в пару шагов стала новой реальностью. С этого момента время работало против него. Суд продлевал арест раз за разом, пока в марте 26 года прокуроры не вышли с требованием дать ему максимально возможный срок – 25 лет строгого режима, с полным сложением наказаний по нескольким статьям: создание и руководство преступной организацией, крупное мошенничество, отмывание денег. Они открыто заявили: вина доказана, и речь идет не о рядовом коррупционере, а об архитекторе системы, который превратил государство в механизм личного обогащения. Но самое интересное в этой истории не сам приговор, а то, что начало происходить вокруг него за закрытыми дверями. Именно об этом до сих пор предпочитают говорить шепотом. Сразу после объявления решения защита Плохотнюка выступила с жестким заявлением: приговор глубоко незаконный, явно необоснованный и несовместимый с минимальными стандартами справедливого суда. Для внешнего наблюдателя это может выглядеть как обычная реакция адвокатов, но в молдавском контексте это сигнал. Бывшая элита не признает легитимность процесса и готова до конца играть в карту политического преследования. Судьи же, назначая 19 лет вместо запрошенных 25, показали, что не готовы превращать дело только в политический спектакль. Им пришлось балансировать между давлением общественного запроса посадить главного виновника кражи миллиардов и требованием юридической процедуры, зная, что каждый шаг будет проверяться в высших инстанциях и, скорее всего, дойдет до европейских судов. Фактически это приговор не только одному человеку, но и целой эпохи, когда олигархия управляла страной через кулуарные договоренности и закрытые кабинеты. Отдельной линией идет
параллельная жизнь Плохотнюка в уголовных делах. Помимо нынешнего приговора по банковскому делу и эпизодам отмывания денег, он фигурирует в расследовании по поддельным документам. Греческие следователи, обыскивая его жилье в Афинах, нашли целую коллекцию фальшивых личностей. По данным следствия, не меньше 18 поддельных документов. Это не просто набор паспортов, а картотека для побега, позволяющая менять имена, гражданство и маршруты, уходя от контроля границ. Эта деталь особенно нервирует силовиков. Она показывает, что Плохотнюк до последнего готовился не к суду, а к новой попытке исчезнуть. На этом фоне молдавские органы уже несколько лет пытаются выстроить свою работу на обломках прежней системы. Дело Плохотнюка для них – тест на то, могут ли они реально доводить до конца расследование против людей такого уровня. И одновременно сигнал для тех, кто все еще рассчитывает на старые связи, офшоры и неформальные гарантии безопасности. 19 лет строгого режима. Это сообщение всем, кто привык жить под законом. Окно возможностей закрылось. Но в этой истории есть еще один слой – геополитический. Плохотнюка не случайно описывают как связанного с Кремлем. Он был ключевой фигурой в схемах вывода российских денег из страны через молдавский ландромат. А это уже конфликт не только с молдавским законом, но и с интересами тех, чьи капиталы он помогал прятать. Когда такая фигура оказывается в реальной тюрьме, а не в политическом изгнании, вопрос звучит жестко. Кого он потянет за собой, если решится говорить? И до каких кабинетов могут дойти эти признания в Кишиневе, Москве, Лондоне? Сегодня Плохотнюк сидит в пенитенциарии номер 13 в Кишиневе. В том самом городе, которым когда-то управлял через свои партии, медиа и договоренности. Его империя распалась, активы арестованы или оспариваются, а имя из статуса серого кардинала превратилось в юридическую формулу, осужденной к 19 годам. Но финал ли это? Или только первый крупный приговор в длинной цепочке дел, которые еще будут вскрываться по мере того, как следователи доберутся до всех финансовых потоков последних десятилетий? Пока адвокаты готовят апелляцию и обвиняют суд в политической мотивации, главный вопрос звучит уже не для него, а для остальных. Станет ли этот приговор точкой отсчета новой реальности, где олигархам больше не удается дописать для себя отдельные правила игры? Или это лишь разовый показательный удар по упавшему клану?